В Киеве снова снесли памятник Максиму Юрьевичу, теперь уже Зое Космодемьянской. На нем была, кстати, нанесена надпись на украинском языке. Ну, как вы считаете, что было не так с этим героическим подвигом, который не устроил киевских чиновников, память о котором они захотели стереть? Да с подвигом все в порядке. Это получается в день начала Великой Отечественной войны, да, снесли 22-го. Все в порядке и с Космодемьянской, и с ее подвигом. Просто Киевом с 2014 года управляет конченые мрази в окружении. Ничего иного и никаких объяснений иных в этом случае нет. Человек абсолютно без памяти, наплевавший на свои корни, наплевавший на историю своей страны. Никакого отношения Космодемьянская, да все герои Великой Отечественной не имеют к происходящим ныне у нас событиям. Лучше бы он строил, вернее, даже уже от него никто не строить не просит, потому что он ни черта не построил за это время, только крал вместе со своей комбандой. Ну, хотя бы приводил в порядок те же самые бомбоубежища, а не сносил памятники. Тем более людям, которые своей жизнью, своей смертью заслужили эти памятники. А что тут удивляться? Бывший Урка, кто не знает, он член бандформирования в 90-е годы. Потом выбившийся в спорте, потом подавшийся в политику. Он на самом деле очень хитрый, но судя по тому, что происходит в Киеве, гниль гнильем, да. Так вот, подался в политику, на волне Майдана вылез и стал керовать городом. Я уже говорил неоднократно, что более засранного Киева за все это время не было. Воры вокруг, собрал вокруг себя воров. Смотрите, там 2 миллиарда долларов – это ежегодный бюджет Киева, доходная часть. То есть они там жрут так, что я даже не знаю, с чем это можно сравнить, с наркокартелем, наверное. Приведу пример такого, знаете, вопиющего, наглого, циничного разворовывания городской казны. По-моему, зима с 18 на 19 вообще не было снега, несколько дней был снег, 4 дня за всю зиму. Мэр и его команда списали на уборку снега 420, по-моему, 430 миллионов гривен. Это порядка 17 миллионов долларов. Ну вот, чтобы было понятно, что такое управляет городом и что сносит памятники, меняет названия, ломает таблички там, и так далее и тому подобное. Жаль, что так. И жаль, что его западные друзья его поддерживают, не поняли еще его сути. Мое мнение не меняется в том смысле, что восстановится памятник Космодемьянской, Ватутину и всем другим героям, поубираются памятники недонацикам, и Космодемьянская останется в памяти народной. А это чудо, я думаю, канет в лету. Я уже не говорю о его сумасшедшем окружении. А сейчас он верещит, что его давит президент Зеленский. Зеленский, кстати, по-моему, сегодня проводит Совет национальной безопасности и обороны, и там одним из вопросов вот эта тема по бомбоубежищам. И я полагаю, что они снять избранного горожанами мэра не могут. Его можно, конечно, отстранить с помощью решений суда, как это было сделано по Чернигову. Помните, Львовский суд взял и отстранил черниговского мэра. Это они могут сделать. Он же как бы совмещает две должности, мэр и глава городской администрации. Я думаю, заменят главу городадминистрации как вариант. Либо, может быть, точно так же через судебное решение уберут его. Так вот, он сейчас верещит, что его там порочат. Это его порочить не надо, он сам себя давно порочил, просто им никто не занимался. Ни им, ни тем, что он творил в Киеве, он и его комбанда. Если вернуться в мирное время и посчитать все, куда они списали деньги, там на долгие сроки для них, для всех хватит. Я думаю, что все будет еще. Просто сегодня так. Я говорил вам свое отношение к конфликту между ними двумя, Зеленским и этим деятелем киевским. Полагаю, что сегодня фигура президента все-таки сильнее. Он и чувствует в Кличко вероятного конкурента. И Кличко, как мы уже с вами обсуждали, не зря ездил в Америку, он ездил туда на кастинг. И плюс жаловаться на Зеленского. Но вот команда Зеленского сейчас вовремя зацепила эту тему с бомбоубежищами, раскрутила ее. Я думаю, еще будут темы раскручивать. Там какому-то начальнику департамента Кличковскому вручили подозрение по растрате денег при госзакупках. Поэтому я думаю, что если Зеленский останется еще на какое-то время, то, скорее всего, киевского мэра додавят. Пожалуй, вот так. Вряд ли он своей жизнью
стоит тех мгновений смерти, которые были у Космодемьянской. Оно ж, понимаете, они настолько там ожирели, настолько оборзели, настолько потеряли чувство меры и землю под ногами, что считают, что они уже замдиректоры советской власти все. И что никто им не судья. Ну, посмотрим. У меня другое мнение. Иногда, к сожалению, приходится ждать. Это самое сложное. Ждать, но не просто ждать, а формировать мнение людей, объяснять, растолковывать, чтобы потом правосудие совершилось быстро, четко, безукоризненно, без соплей и жестко. Всему свое время.